Здравствуйте! Сейчас мы рассмотрим, как при помощи программы «Модальный анализ» зафиксировать удар, произведенный ударным молотком по детали. А именно, вначале выполним подключение датчиков к анализатору спектра, после чего настроим датчики и далее перейдем непосредственно к программе «Модальный анализ» и фиксирование удара. Возьмем 111 датчик, закрепим его на детали. Данный датчик закрепляется по-разному. В данном случае я использую магнит, соответственно, креплю датчик детали и подключаю его к анализатору спектра. Далее собираем наш ударный молоток, значит, прикручиваем утяжелитель, далее здесь уже прикручена накладка, вот она идет здесь в комплекте, ее, соответственно, тоже прикручиваем. Удар будет производиться данной накладкой по детали, примерно таким образом. Теперь подключим данный молоток к нашему анализатору. Возьмем кабель, так, и вставим его также на второй канал анализатора. Готово. Теперь перейдем к настройке. Запустим Z-панель. Далее первым делом подключим наш анализатор. Для этого зайдем во вкладку «Сетевые программы», «Подключение устройств». Здесь у вас, скорее всего, будет стоять 0 устройств. Мы выставляем 1, кликаем в произвольной области, появляется доступная строка, нажимаем на многоточие, обновить, появляется наш анализатор, двойным кликом нажимаем на него, IP-шник заполняется в поле, далее нажимаем кнопку «Проверить», ответ получен и «Активировать». Все, анализатор подключен. Далее выполняем настройку датчиков. Для этого заходим во вкладку «Сервисные» и открываем диспетчер устройств. Так, здесь мы видим наш анализатор, два активных первых канала. Если вы подключили на другие каналы, их можно отключать или задействовать. Правой кнопкой мыши задействовать, либо отключить. В данном случае нам нужны только первые два, с ними мы будем работать. На первый канал у нас заведен 111 датчик. Необходимо его настроить. Двойным щелчком открываем его свойства. Далее в названии для простоты напишем, что это деталь, так как он установлен на детали. После этого у каждого датчика есть свой паспорт. Нам необходимо взять паспорт на 111 датчик, открыть его и посмотреть, чему равно значение чувствительности. В моем случае значение чувствительности 10,48 милливольт на G. Так как датчик ICP, нужно нажать «Использовать ICP», после этого «Применить». Следующим пунктом настроим наш молоток. Опять же двойным щелчком, для простоты изменим название молоток. Далее в комплекте идет два паспорта на датчик силы и непосредственно на ударный молоток. Так как датчик силы прикручивается непосредственно к молотку, нужно взять паспорт на молоток, открыть его и тоже посмотреть, чему равно значение чувствительности. В данном случае это значение 1,63 милливольта на ньютон. Также у нас это ICP-шный датчик, поэтому поставить нужно галочку ICP. Применить. Все, настройка датчиков завершена. Теперь можно переходить непосредственно к программе «Модальный анализ». Итак, зайдем во вкладку «Анализа сигналов», выберем программу «Модальный анализ». Теперь необходимо настроить верхняя
сетка – это опорный канал, нижняя сетка – это измерительный канал. Здесь в таблице будут отображаться рассчитанные значения после того, как будет зафиксирован удар. Переходим в параметры. В качестве опорного канала выбираем молоток, в качестве измерительного канала выбираем деталь. Интервал в 0,1 секунды нам вполне хватит. Здесь сейчас установлен автозапуск через 5 секунд, к этому вернемся позже, пока я его уберу. Далее выставляем абсолютный порог. Для того, чтобы посмотреть примерно амплитуду наших сигналов, нужно зайти во вкладку отображения и открыть программу многоканальный осциллограф. В данной программе выбрать два канала. В первом выбрать молоток, во втором деталь. У нас отображаются наши сигналы. Окажем некоторое давление на молоток. Видим, что датчик успешно реагирует. Стукнем немножко по детали. Также замечаем, что датчики успешно реагируют. Примерно видим, что шумы у нас не такие прям большие. Поэтому в качестве абсолютного порога для опорного канала зададим, допустим, 40 ньютон. Для канала измерения, в принципе, хватит 5G. Соответственно, абсолютный порог – это то значение, превышая которое фиксируется удар. Так, все. Нажимаем на кнопку «Применить». Делаем масштабирование. Далее нажимаем на кнопку «Старт». Берем наш молоток, совершаем удар по детали. Совершили удар, нажали на кнопку автомасштаба. Соответственно, удар зафиксировался. Здесь в таблице отобразились рассчитанные значения. Для обнаружения следующего удара можно либо нажать на старт и опять же выполнить удар, либо, соответственно, перейти во вкладку параметров и выполнить автозапуск через определенное время, например, 5 секунд. Теперь после нажатия на кнопку «Старт» и произведения удара, после его фиксирования через 5 секунд автоматически запускается обнаружение. Нажали на кнопку «Старт», выполнили удар, удар зафиксировался, через 5 секунд опять, соответственно, начнется поиск. Опять выполняем удар, опять, соответственно, удар зафиксировался. Также во вкладке параметров можно произвести различные настройки, отобразить дополнительные графики, поработать с журналом, сделать инверсию сигналов, чтобы учитывать полярность и расположение датчика, соответственно, спектр. В общем, функционал у модального анализа довольно широкий. В данном видеоуроке мы рассмотрели основные принципы работы. На этом все.